Всем привет, вчера вышел новый персонаж Джимби версия Тотланд. Решил сделать небольшой обзор на него. Посмотрим на автоатаки, на скиллы. Возможно, поговорим уже о каких-то сетапах, которые мне удалось приметить во время первого дня. Давайте начнем с простого, посмотрим его автоатаки. Соответственно, вот так они выглядят. Всего 4 автоатаки. В принципе, атаки сами по себе не самые медленные, ну и понятное дело, что далеко не быстрые. По поводу фреймов, да, то есть посмотрите, достаточно комфортно он может делать дэши, да, во время использования автоатак. То есть, видите, он даже не дозавершает атаку, а уже имеет возможность, скажем так, уйти. Единственное, что, конечно, это нельзя сделать уже на 4-й автоатаке. Вот только в самом ее начале можно отменить. Но вот здесь уже, конечно, придется, что называется, стоять до конца. Видите? Что еще стоит сказать касательно его автоатак? Во время автоатак можно зажимать кнопку, и Джимби будет получать на непродолжительное время красный щит. Это также является контратакой. Давайте я сейчас активирую интеллект боту и посмотрим, как это выглядит. То есть, видите, я буквально заблокировал удар. Давайте сейчас единственное, знаете, что посмотрим, есть ли у него на контратаке воля вооружения, которая способна, скажем так, сразу нанести какой-то урон противнику. Самой хаки вооружения, как видите, нету. Но с помощью контратаки открываются два разных продолжения, и с одного продолжения можно будет логию поймать. Соответственно, давайте наглядно продемонстрирую, что первый скилл после контратаки имеет возможность ловить логию. Вот видите? Вообще, если говорить просто про то, насколько хороши эти скиллы, давайте посмотрим, какой первый скилл. То есть видно, да? Большой рывок совершает Джимби, за какие-то считанные миллисекунды он оказывается рядом с противником, и расстояние составляет вот как раз-таки отсюда до сюда. То есть это невероятно быстрое сближение, которое хватает противника, состояние логии в том числе. Это что касалось первого скилла после контратаки. Давайте посмотрим, как выглядит второй скилл. Это такой бросок воды. Единственное, что хочется сказать, что не совсем корректно работает скилл именно в плане урона. Допустим, использую скилл отсюда. Видно, да? То есть 8000 урона. А теперь давайте я вам продемонстрирую, что будет, если вы используете этот скилл рядом с противником. То есть, видите, всего лишь 2000 урона. Не знаю, насколько со стороны разработчиков это нормально или ненормально, но вот такой нюанс существует, и как бы про него надо знать. Соответственно, это то, что касалось его скиллов после активации контратаки. Давайте теперь посмотрим на первый скилл. Выглядит он вот так. Это удар тоже с воли вооружения. Если обратить внимание, рука у Джимби чернеет. Давайте продемонстрируем на противнике. Вот такой эффект он оказывает на противника, наносит 8000 урона. Дистанция у этого скилла достаточно большая. Если обратить внимание на расстояние, то вот отсюда Джимби уже спокойно достает противника. Но это, грубо говоря, максимальная дистанция, на которой Джимби может находиться, чтобы противника поразить. Соответственно, давайте я продемонстрирую вам, что этот скилл действительно выбивает логию. То есть, видите, да, Акайна еще не успел вылезти из-под земли, а мы его уже оттуда, скажем так, вытащили. Соответственно, первый скилл можно зажимать. На удержании первого скилла воли вооружения у Джимби нету. Логию вы поймать не сможете. Но в чем минус конкретно вот этого варианта использования первого скилла? Это то, что после удара Джимби достаточно большое количество времени находится на одном месте. Восстановление после скилла достаточно долгое. Можно сказать, что это самый опасный для Джимби скилл. По восстановлению после этого скилла тут все достаточно комфортно, можно быстро достаточно уйти. Соответственно, что стоит сказать, у первого скилла в обоих его вариантах открывается одно и то же продолжение. То есть это сближение и потом бросок, во время использования которого вам дается красный щит. Причем этот бросок вы можете регулировать, вы можете его направлять, ну как у Бёрджеса, скажем так. Я тут, знаете, что еще обратил внимание, что почему-то с противника начинает капать вода. Я не знаю, что это значит, для чего это нужно. Вы сейчас видели, да, что с Акайну капает вода. Не знаю, для чего это сделано. Может быть, это просто визуальный эффект, но вот такой нюанс я заметил. Давайте немножечко вернемся вот к продолжению первого скилла. То есть обратите внимание на дистанцию. То есть это очень короткая дистанция по сравнению с продолжением после контратаки. Давайте сейчас посмотрим на восстановление после того, как мы поймали противника и выполнили бросок.
Нормально достаточно восстановление. Можно уйти, если вы будете кидать противника рядом с собой в стену, то лучше этого, конечно, не делать, потому что, видите, остается какое-то время, джимби могут поймать клинком. Соответственно, если вы находитесь рядом со стеной, не пытайтесь противника кидать в эту же стену, отбрасывайте его куда-нибудь от стены. Но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Это, в общем-то, что касалось первого скилла. Теперь давайте поговорим касательно второго скилла. Вот так он выглядит. Имеет достаточно широкую площадь. Восстановление после второго скилла достаточно быстро, обратите внимание, да, то есть я сразу практически могу уйти. Также второй скилл, как и первый, можно зажать. Выглядит это, соответственно, вот так. Скилл имеет красный щит на протяжении всего использования. Этот скилл можно немножечко направлять. То есть, допустим, смотрите, я использую его в бок. И могу в конечном итоге вывести его на противника. Работает это примерно на 90 градусов. Также стоит отметить, что второй вариант второго скилла работает практически через всю арену. То есть вот буквально отсюда до сюда это как раз таки максимальный диапазон использования этой вариации. Соответственно, и первый, и второй вариант, как в случае и с первым скиллом, открывает одно и то же продолжение. Продолжение выглядит подобным образом. Это акула, которая плывет по земле. Нету возможности, к сожалению, ее как-то контролировать, зажимать эту кнопку. То есть она все время будет плыть по заданной траектории. Соответственно, никакого трекинга за противником у нее нету. Что стоит сказать касательно этого продолжения? Можно отправить акулу и сделать дэш в сторону. Таким образом, обратите внимание, акула продолжает держать противника. Но только при этом мы уже не стоим на месте, имеем возможность перемещаться, двигаться. Соответственно, вы наверняка уже видели, как я использую эту акулу в комбинации с активным скиллом. То есть вы запустили акулу и сами можете при этом куда-нибудь в другую точку направиться с помощью активного скилла и поймать противника. Раз уж мы заговорили об активных скиллах, давайте тогда поговорим о них. Соответственно, один из активных скиллов выглядит вот так. Практически преодолевает полностью всю арену. После чего наносит удар, но вот видите, вот на всю дистанцию арены джимби не задевает противника. Соответственно, у этого скилла достаточно хорошая мобильность в плане того, что вы можете манипулировать, да, движением, направлением. Вы можете использовать этот скилл для того, чтобы просто в какой-то момент уйти от противника, если, допустим, у вас закончились дэши. Либо же просто, как вариант, заставить противника что-нибудь использовать, скажем так, забайтить его, видите? То есть мы вроде показываем противнику, что мы идем на него, а потом уходим. Восстановление тут не самое быстрое, вот обратите внимание, да, то есть джимби, в принципе, на этом поймать можно. То есть он достаточно продолжительное время стоит на одном месте. Что касается второго активного скилла, выглядит он вот так. Он имеет достаточно дальнюю дистанцию, но, если вы обратили внимание, он никак не сбивает противника с ног и имеет достаточно быстрое восстановление. То есть, скажем, если я захочу быстро сблизиться с противником, у меня это, скорее всего, не получится, комбо я продолжить не смогу, потому что, обратите внимание, вот видите, дэшем отсюда я продолжить комбо не смогу. Противник уже восстановился. То есть я не могу продолжить это никаким скиллом. То есть вот мы, допустим, нажали активный скилл и попытались вторым скиллом. Вот с этой дистанции мы не дотянемся. Обратите внимание, сейчас я вот использую активный скилл и сразу после него второй скилл. Видели? Противник уже успел восстановиться и имел возможность уйти. Он уже восстановился полностью. Даже если вы будете стоять достаточно близко с противником, возможно, будет существовать вероятность того, что противник просто успеет уйти. С пингом это, я думаю, будет чувствоваться еще сильнее. Хотя не уверен. Но суть вы поняли. При этом восстановление после использования скилла у джимби достаточно быстрое. То есть, видите, он использовал скилл, все проджектайлы были выпущены, и он сразу после этого может использовать свой дэш. Это что касалось активных скиллов. Давайте посмотрим на его спешл. Вот так он выглядит. Наносит, кстати говоря, достаточно малого урона. Даже меньше 12 тысяч. Сам по себе спешл имеет достаточно короткую дистанцию. Радиус поражения тоже оставляет желать лучшего. Восстановление, кстати говоря, после спешл тоже не самое быстрое. То есть обратите внимание, джимби использует скилл, и на какое-то время он остается на одном месте, при этом у него уже теряется красный щит. Это что касалось спешла. Давайте посмотрим на его ульту. Вот так она выглядит, то есть тоже он никуда не двигается во время использования ульты. Ну и радиус поражения ульты тоже оставляет желать лучшего. Надо подходить ближе.
наносит она 19,5 тысяч урона. Это все, что касалось его скиллов, каких-то механик. Касательно сетапов, да, ну, я думаю, вы видели, как я использую акулу и активный скилл, я уже об этом говорил. В принципе, как таковых сетапов у Джимби больше нету. Либо же вы можете использовать отдельно акулу, то есть вы поймали противника и на восстановление сетапите акулу. Это такой, знаете, достаточно слабый сетап, потому что у акулы достаточно маленький радиус поражения. Сетапом особо это не назовешь, но у меня были моменты, где это работало. В принципе, это как один из вариантов, который просто можно попробовать. А так, в целом, конечно, на восстановление противника можно пробовать ловить его вот этой автоатакой, последней, да. Надеяться на то, что у вас хватит времени использовать последнюю 4-ю автоатаку. Если вы видите, что 4-ю автоатаку вы не успеваете сделать, просто зажимайте ее. Ну и, соответственно, противник ударит вам в контратаку, и вы, возможно, его поймаете. Других каких-то сетапов у него нету. По большому счету, больше обсуждать нечего по его скиллам, автоатакам и восстановлению я уже все сказал. Остается только сказать об общем впечатлении от персонажа. Мне персонаж понравился, он мобильный, скиллы у него разные, и они позволяют совершенно по-разному играть. Что касается оценки, я поставил персонажу 8 из 10. Я считаю, что персонаж получился хорошим, несмотря на то, что он имеет практически тот же самый набор скиллов. Чувствуется и играется он совершенно по-другому. Не так, как оригинальный Джимби. Если у вас все в порядке по ресурсам и вам персонаж нравится по геймплею, соответственно, выбор остается за вами. На самом деле, как бы это персонаж хоть и силен, хоть и на нем весело играть, он не является обязательным к приобретению. Нас ожидают в ближайшие месяцы релизы Белоуса, Праймгарпа, Одена. В общем-то, у меня на этом все. Огромное спасибо, что смотрели. И всем пока-пока.